Здравствуйте, дорогие друзья! Несколько предыдущих роликов были такими, что я начала ощущать, я разбираюсь в сортах. И душа требует возврата к высокому, потому сегодня я расскажу вам о едва ли не самом выдающемся представителе певцов-кастратов, человеке, оставившем после смерти состояние почти в 2 миллиарда рублей на наши деньги, человеке, едва не погибшем из-за своей чрезмерной склонности к слабому полу, человеке, который своими благотворительными акциями спас множество людей от голодной смерти. Имя этому подлинному плейбою, миллиардеру и филантропу эпохи барокко – Каффарелли. Он, как никто из его современников-певцов, приправил свою жизнь скандалами и легендами. Некоторые из этих легенд я развенчаю по ходу моего рассказа. Насчет других вам самим предстоит решить, насколько они правдивы и могло ли такое произойти в реальности. Но абсолютно не легенда то, что Каффарелли – настоящий прообраз рок-звезды. Инфо-цыгане утверждают, что человеческие эмоции очень сильно качает тема денег. С них мы и начнем. После смерти величайший певец кастрат Гаэтано Майорано по прозвищу Каффарелли оставил наследство в 300 тысяч дукатов. Не знаю, имелись ли в виду только деньги или была учтена собственность исполнителя, роскошная вилла, земля, предметы искусства, но сумма в любом случае внушительная. Конвертация старинных валют в наши современные денежные единицы представляет определенные трудности, но это сделать все-таки возможно. За основу для расчетов я взяла цифру, озвученную Климом Жуковым. Покупательная способность фунта XVIII века равна 120 нынешним. Дальше просто выведу расчеты на экран. Итог. Каффарелли. Откуда деньжата? Как ни странно, они заработаны честным трудом. Если мы посмотрим, сколько зарабатывали певцы той эпохи, то обнаружим, что они вполне дадут фору нынешним звездам шоу-бизнеса. Более того, именно певцы эпохи барокко в первую очередь кастраты и положили начало таким безумным гонорарам и не менее безумным выходкам и райдерам. Отчасти это было компенсацией за физическое увечье и психологический прессинг общества. С другой стороны, на финансовый пик могли выйти только самые достойные, поистине величайшие певцы эпохи. История с пустышками в ту эпоху не сработала бы. Посмотрим чуть пристальнее на некоторые доходы Каффарелли. За сезон в Лондоне 1737-38 года он заработал 1000 гиней. Это около 16 миллионов рублей. Плюс к этому еще 10-я часть, 100 гиней, была ему выделена на дорожные расходы. Помимо этого, существовала традиция делать исполнителям такого уровня приятные презенты. Золотые часы, табакерки и прочие безделушки. С этим у Каффарелли, кстати, вышла однажды некоторая неловкость. В 1953 году Каффарелли в Париже развлекал своим пением беременную дофину. Его Величество Людовик XV в знак благодарности отправил Каффарелли с курьером золотую табакерку. Певец показал посланцу несколько десятков табакерок, гораздо дороже присланной королем Франции. Посланец парировал, что таких даров удостаиваются от короля послы, а в ответ услышал: «Ну пусть послы ему и поют». И Каффарелли отправил табакерку обратно. Людовик XV будто бы не обиделся, но Каффарелли получил предписание покинуть страну в течение 3 дней. Впрочем, выходка с табакеркой была лишь каплей среди подвигов в этих французских гастролях. Каффарелли за несколько месяцев успел насолить куче людей, а любимого двором поэта Балло де Сово певец едва не лишил жизни на дуэли. Предметом спора и последовавшей дуэли стала актуальная тема – превосходство итальянской музыки над французской.
Остро актуальный вопрос, ведь на дворе как раз идет Первая оперная война. Каффарелли едва не убил либреттиста, нанеся ему несколько очень тяжелых ранений. Возьму в этом споре сторону Каффарелли, отстаивавшего первенство музыки итальянской, и подкреплю ее мнением Жан-Жака Руссо. Во французской музыке нет ни размера, ни мелодии, ибо они не свойственны языку. Французское пение – это всего лишь непрерывное завывание, невыносимое для всякого непредубежденного слушателя. Гармония здесь сера, невыразительна и отдает школьной старательностью. Французский арий вовсе не арий, а французский речитатив не речитатив. Отсюда я делаю вывод, что у французов нет и не может быть музыки, а если бы она у них и была, то тем хуже для них. Вернемся к Каффарелли и его доходам. Когда он решил прочно обосноваться в 1935 году в Неаполе, он согласился на жалкую зарплату в 500 дукатов за сезон. Какие-то 3 миллиона рублей всего? Отчасти это было вызвано тем, что он уже успел своим поведением заслужить повсюду дурную репутацию, а неаполитанский король Карл VI обладал удивительной способностью спокойно сносить все его выходки. Однако первоначальное согласие на столь малый гонорар не мешало Каффарелли периодически просить у его величества повышения зарплаты, причем тогда, когда ему стоило бы сидеть тихо и незаметно. Не всегда он вел себя корректно по отношению к партнерам. В одном из отчетов сказано, что Каффарелли на спектакле отвлекал других исполнителей, позволял себе выходки на грани приличия на сцене по отношению к одной из певиц, переговаривался со зрителями в ложах, с иронией передразнивал остальных певцов во время исполнения ими своих арий и, наконец, отказался петь в общей сцене с другими артистами. Похоже, в тот вечер он был в ударе. После такого живописного отчета Каффарелли бросили в тюрьму Сан-Джакомо, но через 3 дня его выпустили после очень своеобразного письменного извинения, в котором певец признавал себя скорее неосторожным, нежели виновным, а настоящей вишенкой в документе была детская «Я больше так не буду». И сразу же после своего заключения Каффарелли заявил государю, что 500 дукатов в сезон мало, а певцы его уровня, например, Сенезино и Карастини, зарабатывают по 800. Генеральный интендант театров маркиз Уллоа, которому Каффарелли уже попортил изрядное количество нервных клеток, в отчете его величества объяснил, что такие гонорары были вызваны дорожными расходами и чрезвычайными обстоятельствами. Далее Уллоа попробовал избавиться от Каффарелли, предложив заменить его на Джитьелло. Государь повелел пригласить Джитьелло, при этом оставив Каффарелли в штате. Самое интересное, что Джитьелло вежливо отказался от предложения, похоже, испугавшись перспективы работать бок о бок с Каффарелли. Интрига Уллоа провалилась. Известно все же, что в некоторые сезоны заработная плата Каффарелли достигала почти 3000 дукатов. Следует учесть, что между оперными сезонами имелись перерывы. Оперная труппа располагала несколькими свободными месяцами, и чаще всего кастраты умудрялись продавать и это время, выступая с духовным репертуаром в церквях и соборах. Кроме того, его величество Карл VI, как работодатель, обладал тем плюсом, что не мешал Каффарелли зарабатывать на стороне и в сезон, и отпускал его на гастроли. Это в ту пору, когда за своих музыкантов владетельные особы решали даже те вопросы, которые не имеют прямого отношения к рабочим обязанностям. Например, вступление в брак или принятие сана священника. И все же кажется почти невероятным, что Каффарелли даже при годовом жаловании в 3 или даже в 15 миллионов рублей нашими смог дойти до цифры в 1,7 миллиарда. Что ж, к официальному жалованию добавим доходы с этих самых гастролей и корпоративов.
Каффарелли, например, обожали приглашать на выступления в королевских свадебных торжествах. Еще напомним снова о подарках. Не все они были столь скромны и представляли собой какую-то жалкую золотую табакерку. История знает примеры, когда кастратам дарили, например, золоченые кареты, запряженные четверкой дорогих коней. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что финансовая грамотность не является прозрением нашего века, и люди в ту эпоху, в том числе богатые кастраты, вполне умело использовали доступные финансовые инструменты для сохранения и роста капитала. Потому вот эта цифра вполне реальна. Но как же Каффарелли, вопреки своему отвратительному характеру, смог добиться такой популярности и гонораров? Ответ прост: талант, трудолюбие и мастерство. Самый старт его профессионального становления уже связан с легендой. Гаэтано не только был крайне музыкален и обладал в детстве красивым голосом, но и был фанатично предан музыке. Настолько, что он сам попросил родителей кастрировать его, и это едва ли не единственный подобный случай среди певцов-кастратов. Почти невероятный. Хотя я верю, что это правда, так как знаю, какие страсти может пробуждать в человеке любовь к музыке. Естественно, что пройти операцию и оправиться после нее – это только первый этап. Необходимо научиться петь, вернее, получить целый комплекс музыкальных знаний и навыков, поскольку одной работы с голосом мало для того, чтобы стать не просто профессионалом, а лучшим певцом эпохи. Обрабатывать эту глыбу мрамора, высекая из нее Давида, предстояло Порпоре, пожалуй, самому выдающемуся педагогу того времени, который как раз выпустил Фаринелли. На оплату услуг столь дорогого преподавателя пошли виноградники, доставшиеся Гаэтано Майорану от бабушки. Порпора для будущего Каффарелли стал тем же, кем был для Фаринелли. Он обучал нового воспитанника пению, игре на инструментах, искусству контрапункта, дал знания по мифологии, истории и литературе, но также воспитал фактически своего нового приемного сына, так как отныне Гаэтано Майорану жил у него. И мы снова приходим к очередной легенде из жизни будущего великого певца. Существует листок, на котором записаны несколько упражнений для голоса. Будто бы он, получивший название листка Порпоры, был единственным учебным пособием для Гаэтано Майорана. Почти 5 лет Порпора гонял мальчика исключительно по этим упражнениям, после чего распахнул двери и сказал: «Иди, сын мой, мне больше нечему научить тебя. Теперь ты величайший певец Европы». Вот это, несомненно, легенда, ибо подобное абсолютно невозможно. Например, по причине существования такого явления, как упреждение артикуляции. Кстати, если вы знаете, что это такое, напишите в комментариях. А если не знаете, то подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, ведь я расскажу об этом в одном из следующих роликов. А сейчас рубрика «Книжная полка». Сегодня я представляю вам книгу французского музыковеда и историка Патрика Барбье «Празднество в Неаполе». Книга повествует о жизни Неаполитанского королевства середины XVIII столетия. Патрик Барбье открывает ее описанием различных слоев населения, их уклада жизни и традиций, а также он описывает социально-экономическую ситуацию, которая, кстати, делает более понятным некоторые особенности жизни в Неаполе ныне. Именно в этом контексте Патрик Барбье описывает прежде всего музыкальную жизнь Неаполитанского королевства. Он рассказывает о капелле Святого Януария, он рассказывает о театре Сан-Карло и, конечно, самых выдающихся вокалистах и композиторах той эпохи. Значительное место уделено формированию неаполитанской оперной и вокальной школы. Конечно, невозможно представить себе описание празднеств в Неаполе и музыкальной жизни Неаполитанского королевства без того, чтобы не затронуть там личности великих Фаринелли и Каффарелли. Несмотря на значительное количество косяков в переводе, которые в первую очередь относятся к переводу итальянских имен и названий, книга читается легко и приятно.
Несомненно, если вы интересуетесь историей вокального искусства и оперы, и если вы очень любите эпоху барокко, вам необходимо прочитать эту книгу. Вернемся к Гаэтано Майорану, игравшему весомую роль в культурной жизни Неаполя. Порпора в самом деле сделал из него лучшего певца Европы. Лавры первенства при этом срывал Фаринелли, но он выигрывал, по мнению их учителя, благодаря своему открытому и благожелательному нраву, весьма оттенявшемуся хамством и злобностью Каффарелли. Напомню вам заодно, откуда же взялись эти псевдонимы Фаринелли и Каффарелли. По традиции той эпохи многие певцы, не только кастраты, брали себе прозвища, которыми воздавали дань родным городам, педагогам, покровителям. Иногда прозвище давала публика по какому-либо качеству характера или особенности внешности. Подробнее про это можно узнать в моем подкасте о кастратах. Ссылка вот тут. Каффарелли выбрал себе сценическое имя по фамилии своего первого учителя музыки Доменико Каффаро. Сценический путь лучшего певца Европы, миллиардера, плейбоя и филантропа начался ярко. Каффарелли дебютировал в 1726 в возрасте 16 лет в женской партии Альвиды в опере Сарро Вальдемар в римском театре делла Даме. И небольшой возраст дебютанта, и женская сопрановая партия – это почти стандарт для певцов-кастратов. Особенности голосов сопранистов и тщательность выучки подразумевали именно такой старт. Как прошла премьера у Каффарелли, мы доподлинно не знаем, но его дальнейший творческий путь побуждает думать, что его невероятный талант разглядели очень быстро. Востребованность певца росла стремительно. Он пел почти с самого начала и всю свою дальнейшую карьеру главные партии в операх лучших и знаменитейших композиторов. Своего учителя Порпоры, Хассе, Генделя, Лео, Винчи, Глюка, Траэтты и многих других. Большинство опер в то время создавались в расчете на возможности совершенно конкретных певцов, потому можно говорить, что Каффарелли своим пением вызвал к жизни множество прекрасных музыкальных страниц. Одна из них заслуживает особенного внимания. Эта ария удивительна тем, что ее спели представители всех типов голосов, естественно, транспонируя в удобные для себя тональности. Это знаменитая Ларго «Омбра Майфу», открывающая генделевскую оперу «Ксеркс». Лично я предпочитаю ее в исполнении Филиппа Жаруски. Ссылку на полную запись я оставлю в описании к ролику. Красивейшая, тончайшая музыка, весьма контрастирующая с характером своего первого исполнителя, от эпичных выходок которого мы несколько отвлеклись. И я еще не затронула его роль плейбоя. Получила известность любовная история 18-летнего Каффарелли. Он закрутил страстный роман с замужней дамой из высшего общества. В самый неподходящий момент парочку застал ревнивый супруг, почти как в анекдоте. Каффарелли спасся бегством, но почти всю ночь вынужден был просидеть в пустой бочке. Несколько недель после эскапады певец восстанавливал форму и лечил голос, а ревнивый супруг не успокаивался. Он приставил 4 молодцов, которые выжидали удобного случая, чтобы заколоть Каффарелли. Противовесом выступил такой же квартет, приставленный к нашему герою возлюбленной. Ситуацию разрешил сам певец, просто покинув Рим от греха подальше. Впрочем, накипало от выхода к Каффарелли не только у оскорбленных супругов. Частенько их жертвами становились коллеги. То, про что я рассказывала сегодня выше, перебивает, несомненно, знаменитая драка на месте. Во время службы Каффарелли показалось оскорбительным поведение кастратора Джинелли по отношению к нему.
Мысль о пении обоими была отброшена сразу. Они почти мгновенно сцепились, как пара уличных котов. Оружие Каффарелли – кулаки, трость, смычок контрабасиста. Оружие Раджинелли – кулаки и доска. До шпаг дело не дошло лишь по той причине, что в пылу ярости противники не стали тратить время на их поиск. Итогом стала недружественная ничья, ведь дерущихся разняли монахи. После этого противники должны были предстать перед церковным судом по обвинению в святотатстве. Но Каффарелли как раз ожидали в Испании на очередном королевском свадебном корпоративе. Потому под предлогом того, что оба кастрата люди светские и не подлежат церковному суду, процесс по указанию Карла VI прекратили. Каффарелли пожурили и отправили выступать в Испанию. И все же было бы неправильно думать, что Каффарелли всюду сеял скандалы и унижал всех подряд. Со своим фактически единственным достойным конкурентом Фаринелли он неоднократно пересекался, в том числе на сцене. Например, вместе они пели в Венеции в 1734 в опере Джакоменни Мейропе, и неизменно Каффарелли был весьма мягок и тактичен в отношении Фаринелли, даже не намека на ссору. Подозреваю, что с одной стороны Каффарелли фанатично преданный музыке и осознавал масштаб своего конкурента и в какой-то мере преклонялся перед ним. В то же время уважение, испытываемое им к Порпоре, распространяло свою сень и на другого ученика почитаемого учителя. Можно поведать и иные примеры положительного поведения Каффарелли и его добрых поступков, но, как вы уже догадались, это совсем другая история, подробности которой будут в одном из следующих роликов. А на сегодня все. Я научу вас любить вокал. И Зайка тоже. Зай, ты сегодня ничего не сказала зрителям. Будем снимать бэкстейдж? Будем? Будем?